Были несколько завышенные ожидания о саммите, который прошел в Астане. В первую очередь, эти завышенные ожидания были по решению проблем Нагорного Карабаха. Было совершенно очевидно, что каких-то серьезных прорывов достичь просто невозможно. Если можно было договориться об обмене погибшими, но между этим и освобождением отдельных районов, которые оказались оккупированы, то между этим очень большое пространство. Сейчас реально ни Армения, ни Азербайджан не готовы к каким-либо серьезным уступкам. В то же время отсутствуют какие-либо возможности силового решения этой проблемы. Потому что если мы сопоставим военный потенциал Азербайджана и с одной стороны, и с другой стороны военный потенциал Армении и Нагорного Карабаха, Нагорно-Карабахской республики, то мы поймем, что решающего перевеса нет. Исходя из этого, любой конфликт, который может возникнуть на этой территории, он будет носить затяжной характер. На опыт, который мы имеем по разрешению аналогичных конфликтов, например, если мы вспомним операцию «Литой свинец», то мы поймем, что больше месяца никто воевать не даст. За месяц территории не освободить. И исходя из этого, если какая-то сторона попробует решить эту проблему силой, в результате мы получим консервацию ситуации, которая есть, может быть, при некотором освобождении низовых районов. Я думаю, это не в интересах никого, тем более, что обе стороны будут проигравшие. В первую очередь это отразится на лидерах обоих государств, которых обвинят в неспособности решить проблему Нагорного Карабаха, гибели большого количества людей, и это может привести к столь серьезным внутриполитическим последствиям, вплоть до смены власти в обоих государствах. Поэтому я думаю, что силовое решение проблемы Нагорного Карабаха сейчас невозможно, и нужно искать какие-то пути постепенного сближения. Здесь нужно сказать, что, наверное, можно рассмотреть вопрос об том, что должно быть вперед. Открытие границы Армении, например, с Турцией, или частичное решение проблемы Нагорного Карабаха. С моей точки зрения, наверное, открытие границы Армении с Турцией более реалистично. И здесь я хочу подчеркнуть, что вот в этом вопросе достаточно серьезное влияние могут оказать Соединенные Штаты Америки, которые имеют влияние на Турцию. По-видимому, России с этой стороны было бы крайне благоприятно установить какое-то взаимодействие с Соединенными Штатами Америки, вот именно по проблеме открытия границ. Если же говорить о решении проблем Нагорного Карабаха, я считаю, что Россия делает абсолютно правильные шаги в этом направлении, однако нужно понимать, что это та проблема, которая не имеет быстрого решения. Это долговременная проблема, надо решать ее постепенно. И самое главное, я считаю, что нужно. Самое главное, нужно предотвратить возможный вооруженный конфликт с обоих сторон. Если резюмировать. Если смотреть на проблемы Нагорного Карабаха, были некоторые завышенные ожидания, но в целом само по себе желание этой организации рассматривать проблему, проведение после 11-летнего перерыва саммита уже в Астане, это было большим шагом к тому, чтобы ОБСЕ стало более активно участвовать в решении региональных конфликтов. И не только в рамках Минской группы ОБСЕ. Наверное, можно было рассмотреть какие-то другие схемы решения проблем, положим, Приднестровья. И, наверное, в этом направлении может событие развиваться. Вы не первый эксперт, который, скажем так, испытывает чувство разочарования после этого саммита. Скажите, пожалуйста, каково будущее организации? Не ожидается ли какое-то реформирование, изменения? Вы знаете, все ждали какого-то серьезного реформирования, но понятно, что Казахстан не мог это сделать в силу огромного количества причин. Я думаю, что говорить о смерти ОБСЕ рано. ОБСЕ – это та структура, которая была создана еще в период блоковой структуры. Она недостаточно реформирована, она очень сильно перекошена в сферу гуманитарную, в сферу выборов. Она, по сути, не решает то, для чего она создавалась, то есть не решает проблемы региональной безопасности. Но из этого абсолютно не следует, что давайте мы ее распустим. Почему? Потому что вместо нее мы ничего не можем создать. У нас есть организация НАТО, у нас есть организация ОДКБ, но у нас нет организации, которая бы нас объединяла. Вот ОБСЕ – это одна из немногих организаций, которая объединяет разных партнеров. И с этой точки зрения ОБСЕ нужен. Другой вопрос, что, конечно, наверное, перекос в гуманитарную корзину, наверное, неправильный.
Наверное, она должна заниматься ОБСЕ не только, если говорить о гуманитарной корзине, проблемами выборов. Да. Она должна заниматься тем, что защищать социальные меньшинства, в том числе в Прибалтике. ОБСЕ должна заниматься вопросом смягчения визового режима. Вот это то, что может заниматься реально, если говорить о гуманитарной сфере. Но я считаю, что должна быть наращена возможность ОБСЕ именно в сфере безопасности. И здесь, по-видимому, то решение, которое было принято не рассматривать договор о евроатлантической безопасности, наверное, было неправильно, потому что НАТО сейчас эту проблему рассматривать не будет. ОБСЕ могло бы хотя бы высказать свою точку зрения по этой проблеме, потому что сейчас что мы реально имеем? Мы имеем приостановленный договор ДОВСЕ, мы имеем 4 государства-члена ОБСЕ, которые подписали соглашение об адаптации ДОВСЕ, мы имеем либо можем иметь создаваемую систему противоракетной обороны, возможно, при отсутствии России и ряда других государств ОБСЕ. Мы можем иметь возможный конфликт вооруженный в отношении Ирана, который может, опять же, коснуться государств ОБСЕ. Мы имеем очень много проблем, где ОБСЕ могло бы сработать. И вот если мы могли бы нарастить вот именно проблемы участие ОБСЕ в решении проблем безопасности, то, наверное, можно было бы говорить о том, что произошло реформирование. Но я не ожидал, что Казахстан сможет за год реформировать ОБСЕ, но то, что сделал Казахстан, я считаю, это было максимально возможно в тех рамках, в которых оказалось председательство Казахстана в ОБСЕ.